Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 17 по 23 июня. Давайте узнаем, каковы подсказки, что приготовили карты. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, искренне мы с вами проведем приятное время. И все же какой-то свой пазл, глядя на метафору карт, вы сумеете сложить. И в нашем традиционном не еженедельном прогнозе зададим вопросы. Что важно знать, что скрыто, каковы неожиданности. Итак, первая карта, первый вопрос. Что же для вас важно знать? По мнению карт, конечно. Может быть, сфера жизни, с которой вам придется, как-то наиболее активно провзаимодействовать на этой неделе. Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время? Что вам может помешать? Что вам будет помогать? Что скрыто? Возможно, вы чему-то не придаете значения. Или кто-то скрывает, узнаем. Дело, работа, бизнес, смотрим энергии. Энергия денег. Личная жизнь, как видят карты. Что же важным будет на неделе? Взаимоотношения. Любовь, мои дорогие, вот что важно. Но на самом деле любовь важнее всего. Какая-то ваша личная история может проиграться. Безусловно, карта дуальности, и она нам может говорить какие-то важные договоренности. Или, в принципе, лояльное отношение к миру. Больше, когда выпадает эта карта, мы транслируем все-таки дипломатию. Или карта говорит в согласии быть самим собой, со своими желаниями. Для кого-то конкретно контакты с человеком, которого вы любите, с кем вы хотите быть. И у каждого здесь своя личная история. Понятно? И, видимо, в зависимости от того, что является наиболее наболевшим или что актуально в данный момент времени, вы этим будете заниматься, обсуждать, может быть, строить планы на будущее. Единение души идет по этой карте, и когда двое понимают друг друга без слов. И, мои дорогие скорпионы, тут есть словно какой-то союз, который благословлен на небесах. Все же у нас в углу кадуцей. Поэтому какие-то ваши отношения, они для вас очень важны. Ну и, конечно, любовь сама по себе. Это и вдохновение, это и радость, это то, что нас окрыляет, то, что делает нас сильнее, то, что учит радоваться вообще жизни, ценить саму жизнь. Если вы один или одна, тогда карта говорит, хватит быть одному или одной. Нужно продумать, чтобы быть счастливым. Вот о своем счастье конкретно, что важно знать. Ваше счастье. И отталкиваемся от взаимоотношений. Именно в основе всего лежит откровенность и искренность. Чего не избежать? А вы знаете, у кого-то вот этот дуплет карт будет так, что я сейчас как отгородился от мира. Ну или отгородилась. Девятка жезлов. Мы в обороне. И мы откликаемся по самым необходимым вещам. Или когда нам что-то угрожает, или чтобы, как выгоду какую-то, или какой-то бонус не пропустить. Но, видимо, в неожиданностях, может быть, вы как раз для тех, кто один или одна. Вы осознаете, а чего ж я сижу? Чего я жду? Для того, чтобы судьба вас нашла, нужно как минимум выйти навстречу этой судьбе. Прекрасная карта, которая показывает тот период жизни, когда мы что-то обдумываем. И, кстати, нас ничто не должно застать врасплох. Нам не говорят о неожиданности, а вот как раз о том, что жизнь не бывает полностью предсказуема, и вам придется рассмотреть какой-то альтернативный вариант или принять какую-то данность, свершившийся факт. Может быть, если вы сейчас находитесь в паре, вы будете тогда вдвоем на одной волне, и думать вы будете тоже одинаково. Что да, сейчас, скорее всего, нужно как-то либо обождать, либо быть очень предельно внимательным к обстоятельствам вашей жизни. Или
Может быть, это сопряжено с местностью, где вы находитесь. Все же меня смотрят люди из разных стран. Мы ничего не предпринимаем, потому что еще непонятно, как будут развиваться события. Невозможно что-то спрогнозировать, поскольку все очень зыбко непонятно. Для кого-то из вас это может быть та история любви, отчасти, когда вы с любимым человеком по той или иной причине на расстоянии. И это вы хотели бы очень встретиться, но вас разделяет какая-то преграда совершенно конкретная, когда вы не можете, ну, буквально увидеть друг друга, когда вы не можете коснуться друг друга. Вот и такая какая-то история может быть. И тогда нам карты говорят, что для кого-то это вы будете думать, как скорее эту историю завершить. Или как выйти вот из какой-то зоны ограничений. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. Вот коротко и ясно говорит карта, не время хандрить. Будет какой-то удачный момент или, ну, как обстоятельства играют на руку, или какая-то возможность. И действительно, если мы про альтернативный вариант развития событий, нам показан человек, который смотрит в землю, а ему в это время рука преподносит кубок высшей силы, как его величество случай, а он в том направлении даже не смотрит. Значит, для вас, к примеру, для тех, кто один или одна, вы можете встретить человека совершенно в какой-то неподходящей ситуации, когда вы, возможно, не будете готовы, или когда вы будете куда-то, наоборот, или спешить, или будете на своей волне, ну, или в каком-то таком месте, которое не располагает к тому, чтобы познакомиться. Вот и тоже идет подсказка, как альтернатива. Что-то может произойти, или вам пространство будет преподносить какой-то вариант, и ваша задача, мои дорогие скорпионы, всего-то навсего увидеть это. Главное, не хандрить. Надо сказать, что да, ваш знак зодиака – это сильные люди. И, наверное, только сильные люди могут с таким триплетом планетарным справиться. И ведь Скорпион – это связь между прошлым, настоящим и будущим. Неважно, какая у вас была, может быть, минусовая история. Может быть, вы в эту неделю будете как раз вспоминать какие-то прежние отношения. Но они у вас уже закончились. В них было многое хорошего, было что-то и не очень. Но вы можете где-то анализировать, вспоминать. Это уже не имеет тогда смысла. Смысл имеет что-то новое. И если мы как раз про триплет планетарный, то тогда вот прошлое, если мы переложим на планеты, это где-то ваш Плутон. Настоящее – это можно как олицетворением Марса, активности в настоящий момент назвать. И экзальтация Урана. А что такое экзальтация? Это когда планета обладает наиболее сильной позицией. Это ваши силы, которые приложены с большей эффективностью. Это, в принципе, ваша движущая составляющая, которая вам приносит славу, почет, признание. Это когда вы умеете радоваться, быть счастливым, и когда у вас действительно осуществляются ваши желания, мечты. Так вот, Уран, вы понимаете, вот мало того, что часто Уран связан, как мы понимаем, представляем, планета-разрушитель. Так вот, у вас это созидатель, можно сказать и так, это планета. Это все очень сложная энергия, как и Плутон, Марс, который рвется наружу или подталкивает нас к каким-то, ну, очень быстрым, часто недодуманным действиям. И как-то с этим совладать. Так и в экзальтации Уран будет говорить о том, что вы должны какую-то свою очень важную миссию, мои дорогие скорпионы, совершить. В случае экзальтации нам говорят, что вы в чем-то сильны. У каждого из вас своя какая-то индивидуальность. Это может быть дело, которым вы заняты и которое у вас получается лучше всего. Это могут быть какие-то ваши еще как таланты, мои дорогие скорпионы. С одной стороны, экзальтация в данном случае говорит о вашей сильной именно стороне. С другой стороны, с чем вы, мои дорогие, как раз и сталкиваетесь в данный период времени. Как раз на пороге эпохи Водолея. Драматизм. И задача в 2024 году до конца. Вот этот драматизм где-то в себе погасить.
принять, что да, это сложная составляющая моего характера. Или я таким родился, родилась. И не драматизировать какие-то события. Иными словами, не сомневаться в себе. Не устраивать самокопание или какую-то глубокую философию. Или по-прежнему какому-то случаю, мы говорим про любовь, почему я вспомнила. Если была прежняя история так себе, да и ладно. Она ведь чему-то научила, нас всегда минусы в жизни чему-то учат. И говорят, нет, вот туда ты не ходи, сделай выводы, иди в другую сторону. Или строй новые отношения. Для тебя предназначена любовь, совершенно другая. Тебя это должно вдохновлять и радовать. И это, наверное, первый показатель того, что отношения на самом деле ценны. Не когда мы одеваем маски. Скорпион может примерить 1000, миллион масок, и никто не догадается, что же он думает. А вот вопрос, а будете ли вы счастливы? Поэтому вот подумайте вот над этим моментом тонким, планетарным чисто. Много сказала, ладно, что вам помогает, мои дорогие? Вам помогает хаос, мои. Вот по-другому не скажешь. Я называю, конечно, шучу, эту карту, 5 жезлов, карта информационного хаоса. Это правда, когда много информации, разрозненной, непонятной, много людей могут быть на этой неделе, и каждый в свою дуду будет дудеть. Или каждый хочет добиться или получить от вас чего-то своего. Или вас могут, например, склонять или к какому-то действу, или чтобы вы с кем-то согласились, приняли чью-то точку зрения, или проучаствовали в каком-то деле, или к вам могут обратиться, мои дорогие скорпионы, чтобы, может быть, вы кого-то защищали, или, ну, как одобрили чью-то позицию. Или по этой карте вы можете столкнуться с людьми, которые ведут себя как дети. И пусть они имеют достаточно почтенный возраст. По этой карте, если проходят люди, то мы на них не можем положиться. Утром они думают одно, вечером они уже либо о нас забыли, либо думают другое. Но для вас это все помогает. Поэтому какие-то подобные энергии вам будут помогать. С одной стороны, как совет от этой карты всегда идет один. Отступи полшага назад и наблюдай. Наблюдай, как разворачиваются события. А вот когда необходимо, тогда действуй. Или, может быть, это вам самим нужно где-то не заморачиваться по какому-то поводу. К примеру, тот, который уже в настоящее время не актуален. Или по тем делам, которые уже тоже минувших дней и не имеют значения. И не нужно, например, думать, что если я кому-то обещал, я в доску расшибусь, но я это сделаю. Нет, вот в этом отношении тут побольше легкости. Все для чего? Все направлено на то, чтобы вы буквально кому-то не дали зарок, когда или обещание себя не поставили в какие-то ограничительные рамки или какую-то историю, которая уже, к примеру, она фактически закончилась, или человек уже забыл думать, а вы еще анализируете. Вот такого быть не должно. Поэтому легче к жизни относитесь. А та информация, которая к вам приходит, ее нужно просто холодным рассудком проанализировать. Вот и все. Что скрыто? Вы можете куда-то отправиться. Кто-то может решить, что да, нужно познакомиться. И хватит мне уже сидеть в каком-то сольном варианте, и вы захотите поехать, к примеру, в отпуск. Или если отпуска в ближайшее время не предвидится, совершить какое-то спонтанное путешествие. Пусть на 2-3 дня, пусть недалеко. Или на выходные. И это будет очень правильное решение. У вас заканчивается определенный этап жизни. Вы этого можете не видеть, что это скрыто. От вас никто ничего не скрывает. Все как сложилось, так сложилось. И как есть на данный период времени, оно так и есть. Но ваша задача не оглядываться назад. Ваша задача, вот буквально совсем скоро могут произойти какие-то события или информация, новости. Может быть, из разряда неслучайной случайности у кого-то и так. Когда для вас будет возможность расширить собственные горизонты, собственные контакты, открытость мира. У нас человек смотрит вообще в горизонт. Он находится в гавани и ожидает, когда
Заплывут корабли. Как минимум 5 возможностей у вас, мои дорогие скорпионы. 5 кораблей. Один из символов Меркурия. Все есть мысль. И поэтому от нашего настроения карта вам тоже где-то подсказывает, что скрыто. Что, Скорпион, если ты себя позволишь окунуть в какие-то мрачные мысли, ты себе попросту наколдуешь того, чего не надо. Если ты будешь мыслить позитивно, то тогда пространство тебе, наоборот, поможет реализовать мечту. Мои дорогие скорпионы, для вас нет ничего невозможного. Плутон ваш вместе, кстати, с экзальтацией Урана. Он для вас открывает именно способности мага. Кто-то может посмеяться над этим, но это великолепно работающая интуиция. Или когда даже для некоторых из вас до конца 2024 года вы буквально можете в себе увидеть такие способности, что, а ведь правда, во мне самом есть подсказка, когда я могу предвидеть события. И вот, наверное, этот пункт будет основным, когда вы начнете себе доверять. И одновременно перестанете драматизировать. И тогда вот эта экзальтация Урана, она будет как развитие ваших неограниченных способностей. Потому что вы родились под таким знаком, когда Скорпиону только стоит что-то захотеть. И если он в это верит, он это получит. Это правда. И вот прежний какой-то жизненный этап, который, может быть, состоялся и из таких вот разочаровывающих эмоций, или он завершается вот таким грустным итогом даже, если предположим, или были какие-то сожаления, которые отчасти вас сделали закрытым и замкнутым. Вы добровольно отгородились от мира. Вы не хотите каких-то разочарований. Так и есть какая-то апатия, потому что я не верю людям, я не верю никому. У кого-то и так проигрывается. А тут нужно посмотреть на проблему, может быть, отчасти именно планетарно. Вот как я не случайно начала вам это рассказывать. Может быть, кто-то не знает, кто-то знает, да не задумывался. Так ведь тоже бывает. А ведь, посмотрите, все карты нас как-то вот разворачивают в эту сторону. И если вы стоите на пороге новых возможностей, это буквально вот как этот человек, нам показанный на карте, он спиной к прошлому. Еще чуть-чуть, еще какие-то моменты. И он уже готов запрыгнуть на один из кораблей. Или вообще, если что-то даже в вашей жизни происходит совершенно по-дурацки, карта нам говорит, ты не видишь, Скорпион, это карта якоря, это карта уверенности и ваших стабильных позиций. Дела, работа, бизнес. А будьте великим манипулятором. Люди будут с вами хитрить, и вы тоже хитрите. Не случайно вот нам все карты, которые вверху, об этом и говорили. По семерке мечей вообще вот именно в этой колоде нам говорят «забери свое». Может быть, вы и должны забрать что-то свое. Или свое, или как самого себя. Не растиражировать на помощь кому-то, а подумать о своем личном счастье. Подумать о самом себе. Подумать, если вы один или одна, как наоборот быть счастливым. Может быть, это дела, работа, бизнес. Нам и говорят, будь серым кардиналом, не торопись куда-то. А вот именно наблюдай, анализируй информацию и не дай себя где-то обвести вокруг пальца. Интуиция вам будет действительно помогать. И по этой карте мы все же должны быть предельно внимательны. Мы должны быть наготове, это правда. Нас ничто не должно застать врасплох. Если мы перейдем на нашу жизненную конкретику, мои дорогие, будьте внимательны к паролям аккаунтов, может быть, поменяйте их. Помните, что фишинг процветает. Не переходите по каким-то мутным ссылкам. Будьте внимательны к своим деньгам, к своему имуществу, движимому, недвижимому. Подписывая важные документы, перепроверяйте, читайте, считайте разными шрифтами. Все-таки семерка мечей, карта вора называют. Хотя ни в одной колоде я не видела, чтобы было прописано. Но, тем не менее, бытует такая фраза, и значит, где-то она проигрывалась. В любом случае, вот к хитрости и изворотливости нам приглашает, точнее, нас карта семерка мечей. Финансы. Какая-то и финансовая история или какая-то финансовая стратегия и тактика, она тоже у вас завершается.
в периоде трансформации, у кого-то смена работы, практически вот на пороге как будто. Или обстоятельства так сложатся, что, возможно, вам придется куда-то поехать. У кого-то это релокация офиса, и в новой местности вам нужно начать все как-то по-другому. Или, мои дорогие скорпионы, меня люди из разных стран смотрят, поэтому для кого-то из вас будет вынужденный какой-то переезд, и на новом месте мне придется отстроить заново жизнь. А может быть, вы уже находитесь, ну, для вас тоже это новое место, и вы еще проходите период адаптации. Тогда карта будет нам говорить, у тебя трансформация тут действительно по всем статьям проходит, в том числе, откуда к вам приходят деньги. Будьте внимательны и к финансам в том числе. И две вот эти карты, тут надо что-то не проморгать, не пропустить. Может быть, и поэтому нам еще где-то девятка жезлов про эту оборону говорит. Может быть, нам карта девятка жезлов имела как раз дела, работы, бизнес и энергию денег, что тебя ничто не должно застать врасплох. Будьте в своих сильных энергиях, мои дорогие скорпионы. Личная жизнь, хотя вот нам тут сказали. А вот про любовь, правда. Любовь для вас творит чудеса, мои дорогие. Вот посмотрите, шестерка кубков. У кого-то это может быть, если вы сейчас в паре. Если вы человек семейный, у вас все хорошо. Да вы как правда, на одной волне. Вы думаете одинаково. Вы можете понимать друг друга с полувзгляда. Когда вы один другому прекрасным дополнением служите, и одновременно вы готовы взять ответственность за человека, человек готов за вас взять ответственность. И это те очень важные отношения в нашей жизни, которые могут служить надежным пристанищем в трудную минуту. У нас изображены дети, и в этой колоде карт цвета. Тут она вся построена на символике, но и цвета тоже имеют значение, белые волосы. Без меркантильности. Только в детстве мы можем любить друг друга, желать друг другу добра. Или не думать о выгоде, а думать о чем-то более высоком. То, что ты за деньги никогда не купишь. И вот какую-то такую любовную историю для вас видят карты. И даже для тех, кто один или одна. Я повторяюсь в очередной раз, Скорпион должен быть счастлив. Ну а те, кто нашли свою вот такую вторую половину, это в эту неделю, видимо, ваши отношения как-то проиграются с особой силой. Или вас поддержат, или, может быть, вот как в трудную минуту, как какая-то апатия, грусть, тоска накатила, мы говорим. Ну, значит, как-то будет человек способствовать, стараться, по крайней мере, чтобы этот период у вас закончился. Нам говорят про тех людей, с которым вместе хорошо, которые счастливы. И поэтому какая-то такая история для вас тоже может проиграться. Прикладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.